Алкоголь. Как много в этом слове. Если вы часто наслаждаетесь холодным пивом с шашлыками, проводите вечера с друзьями и алкоголем или любите дегустировать вино, вы не одиноки. И такое происходит не только в России, а по всему миру. Однако не все так радужно и грустно, как могло бы показаться. Должно же быть и позитивное что-то. И сегодня мы об этом поговорим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Причины употребления алкоголя различны, так же как различные влияния алкоголя на здоровье. Его негативное воздействие на организм не скрывается врачами, и в большем количестве случаев это правда, и она подтверждается фактами. Но с другой стороны, употребление алкоголя в умеренных количествах, как показали исследования, несет и ряд преимуществ для человека. И я не о том, что человек, выпивший некоторую дозу алкоголя, чувствует себя увереннее и спокойнее в социальном окружении. Но уж если вы сегодня начали открывать бутылку среди своих родных или друзей, узнайте несколько фактов об алкоголе. Больше 120 мл водки в 2 часа – это уже много. Такое количество алкоголя для женщин врачи классифицируют как превышение допустимой дозы. Для мужчины это составляет от 150 мл в 2 часа. Эти оба случая можно характеризовать емким русским словом «пьянка». То есть, чекушка, по мнению ученых, это уже удел пьяниц. Так, идем дальше. 1 из 6 взрослых в среднем склонен к злоупотреблению алкоголем. Это может происходить по случайному поводу, или даже без повода. В среднем это происходит у таких людей 4 раза в месяц. Но вы сами понимаете, что я имел в виду под словами злоупотребление алкоголем. 1. Магическое число. Человеческому организму требуется 1 час, чтобы обработать 30 мл водки. Думаете, мало? Мало водки или времени? Алкоголь остается в вашей крови до 12 часов. Я не имею в виду сногсшибательные дозы. Всего лишь 30 мл напитков в пересчете на спирт. Это к тому случаю, когда вы размышляете, на чем завтра ехать на работу, если вы выпили пару бокалов вина прямо перед сном. В других органах он остается дольше. Следы алкоголя могут оставаться в моче и слюне до 24 часов, а в волосах, внимание, до 3 месяцев. Женщины могут пить в день 30 мл водки. Согласно данным медицины, употребление спиртного с содержанием алкоголя в пересчете на 30 мл водки в течение дня не принесет вреда женщинам. У мужчин доза повыше. Безвредно они могут употребить 60 мл водки в день. Одна бутылка вина – это 700 калорий. Это больше, чем треть от суточной нормы для женщин и четверть от суточной нормы калорий для мужчин. Для кого-то это как пища. Но мы, конечно же, не такие. До 36% людей азиатского происхождения испытывают непереносимость алкоголя. Это означает, что ваше тело менее способно усваивать алкоголь, что приводит к таким эффектам, как тошнота, головокружение и учащенное сердцебиение. Тост за здоровье. Что, если вы узнаете, что употребление хорошего, качественного вина означает для вашего организма больше, чем просто изумительный вкус? Хоть это и не зеленый свет, и причина для любителей выпить побольше, но алкоголь в умеренных количествах может принести пользу. Вино любит наш организм так же, как некоторые любят его. Алкоголь может положительно влиять на наши часы в груди благодаря содержанию фенола. Он, как было показано, помогает защитить от сердечных заболеваний и повысить уровень хорошего холестерина среди прочих факторов. Потребляй немного и слабого алкоголя и выиграешь для себя. Более скромный напиток и в размере 30 мл или меньше при постоянном употреблении способен снизить риск развития сердечных заболеваний, диабета и инсульта, особенно в более позднем возрасте. Если вам выпадет случай разгадывать кроссворд или ломать голову над инструкцией по сборке мебели, откройте банку холодненького пива. В одном небольшом исследовании люди с содержанием алкоголя в крови 0,75% лучше и быстрее решали умственные задачи по сравнению с трезвыми сверстниками. Алкоголь может быть одним из хитрых природных помощников для организма. Забудьте об аптечных леденцах в следующий раз, когда у вас заболит горло. Полоскание горла виски с несколькими ингредиентами может стать билетом туда, где горло не болит. Красное или белое вино также не остаются в стороне. 2 отдельных исследования показали, что умеренные любители вина имеют более низкий риск развития простуды. Нашему организму по нраву такая форма яблок, как сидр. Благодаря содержанию яблок этот ферментированный напиток содержит антоцианы, которые играют ключевую роль в борьбе с воспалением в вашем организме. Сидр также имеет в своем составе больше стимуляторов настроения. А что бывает, когда пьешь не так аккуратно?
Головные боли с похмелья, нечеткое владение языком и воспоминания о том, что было сделано вчера, пройдет. Но все равно при неумеренном употреблении возникают долгосрочные последствия для здоровья. Крутая пьянка, переходящая в запой, плохой помощник для здоровья. Есть много различных причин, когда участники застолья начинают алкогольный марафон. Возможно, ознакомившись с последствиями такого забега для обоих полов, начиная с чувства тревоги до повышенного риска рака молочной железы у женщин, некоторые призадумаются. Слишком много спиртного. Удар по сердцу. Употребление алкоголя несколько раз в неделю может увеличить риск развития фибрилляции и предсердий, состояния, связанного как с сердечным приступом, так и с инсультом. Время призадуматься и о качестве сна. В то время как употребление большого количества алкоголя может помочь быстрее забыться, алкоголь на самом деле нарушает качество сна на 40%. Так что, может, вместо джин-тоника запасемся на вечер чашкой горячего какао. Клетки мозга не в восторге от алкоголя. Мы уже много рассказывали про мозг и тело человека. Посмотрите. Если открыть пиво после работы, это ваш способ расслабиться. Но подумайте о поиске альтернативы, ведь употребление одной или двух бутылок каждый вечер может привести к потере памяти и усыханию мозга. А может быть и обезвоживанию. Да, именно так. Вечер коктейлей, которые действуют как мочегонное средство, может закончиться диареей. Некоторые напитки в рецептах могут творить чудеса. Кстати, вы можете использовать пиво для приготовления вкусной и здоровой пищи. Отвлекитесь от того, чтобы просто пить алкогольные напитки, и включите их во вкусные блюда. Есть много рецептов, включая все, от бельгийских вафель до бразильской маринованной курицы, выводят традиционное пиво на совершенно другой уровень. Вино тоже не отстает в этом смысле. Вы можете наслаждаться бокалом красного вина рядом с миской макарон или нежной грудинкой баранины, но как насчет добавления вина в вашу еду? Есть масса рецептов. От мяса, замоченного в вине, до роскошных десертов. У вас есть возможность произвести фурор. Алкоголь, к слову, может действительно охладить некоторые блюда. Если лишняя щепотка специй в вашем карри была большой ошибкой, глоток алкоголя может оказаться столь же эффективным для успокоения, как и стакан молока. Нет, ребята, только чай. Хотите сократить потребление алкоголя, но чувствуете себя немного неуверенно по этому поводу? Вот несколько советов, которые помогут вам начать путь к успеху, а также понимание того, чего ожидать. Отказ от алкоголя требует планирования. Месячный запрет на выпивку, известный как сухой январь, может стать отличной отправной точкой для сокращения потребления алкоголя в долгосрочной перспективе. Побочные эффекты алкоголя могут прийти со всех сторон. Мы уже рассказывали про 5 самых мощных веществ, вызывающих зависимость, и алкоголь, как вы помните, там есть. Итак, алкоголь – это наркотик, поэтому ваш организм, скорее всего, будет испытывать какие-то симптомы абстиненции при сокращении потребления. Симптомы абстиненции могут включать подергивание, беспокойство, холодный пот и проблемы со сном, так что сокращайте дозу медленно, чтобы уменьшить их воздействие. А вот тяга к сахару вас удивит. Когда ваш мозг больше не получает награду в виде прохладного стакана пива, он ищет удовлетворение в другом месте, часто через сладкие угощения. Так что не удивляйтесь, если ваша кладовая станет похожа на шоколадную фабрику Бабаева. В борьбе за здоровье помогут позитивные мысли. Привыкайте думать о других позитивных вещах. Это верный путь забыть про искушение. Будьте готовы, ваша социальная жизнь изменится. Если раньше свободное время у вас занимал алкоголь, то теперь появится свободное время для других вещей. Продумайте, чем его занять с пользой для себя. Трезвость откроет вам новые горизонты. Помимо того, что больше похмелья не будет преследовать вас, обнаружится, что в жизни есть другие, не менее приятные радости. Может быть, заняться фитнесом и приобрести новых друзей. Не думали об этом? На этом можно закончить, взять шляпу, надеть пальто и уйти. Что я хотел сказать, я и сказал. Хотите ли вы продолжать наслаждаться своим любимым алкогольным напитком или двумя, сократить свое потребление или вообще отказаться от выпивки, я вас не осуждаю. В конце концов, каждый выбирает свой путь в жизни. Этим она и хороша. Просто не забывайте оставаться в безопасности и наслаждаться всем в меру. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!